Привет, друзья! И мы сейчас с вами находимся в месте пыток, смертей и тысячи загубленных душ. Это кокосовая тюрьма. Пойдемте посмотрим. Кокосовая тюрьма, музей, начинается с музея. Тюремный лагерь возвели французские колонизаторы в 1949-50-х годах, в период Индокитайской войны, для содержания в нем непокорных повстанцев. В середине 50-х, когда французы покинули земли Вьетнама, тюрьму не закрыли, сюда стали ссылать уголовников. Позже, когда началась Вторая Индокитайская война, и руководство Южного Вьетнама получило поддержку от американских войск, в кокосовой тюрьме стали содержать военнопленных Северного Вьетнама. Также здесь оказались и задержанные высокопоставленные вьетнамские лидеры. Сюда же входили зоны, где содержали заключенных, воевавших с французскими оккупантами. Официально лагерь использовался около года, с 1953 до 1954. До 1972 года лагерь состоял из 12 зон. Позже были построены еще 2 зоны. Каждую из 14 территорий поделили на большое количество мини-участков, где должны были находиться до 950 заключенных, а всего в одной зоне содержали около 3000 человек. Тюремная местность охранялась вооруженными солдатами из 4 подразделений, которые имели при себе переговорное устройство. Внешняя часть лагеря была под надзором военно-морского флота. Сбежать из этого ада было практически невозможно, так как кроме надежных ограждений для каждых 2 пленных был приставлен 1 конвоир. На тюремной местности пребывало от 30 до 40 тысяч политических заключенных. Вот такими гвоздями пробивали пятки заключенным. Так мы пройдем сразу на территорию. А ты знаешь, что в 2008 году машинист экскаватора, проводил здесь работы и нашел 500 умерших тел. Представляешь? А еще, тут говорят, что типа живет один вот этот человек, который, в общем, проводил над этими заключенными все эти пытки, и вот ему уже около 80 лет. Вот где-то проживает на этом острове. Ходят такие слухи. И как его местные еще не вычислили? Не знаю, но ходят такие слухи, что он где-то проживает. Стоят такие вот вышки с пулеметчиками. И смотрите, какой забор. Между заборами автоматчик с собакой. Но здесь реально это колючая проволока. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов. Ее вообще нереально было пройти, чтобы сбежать. Но побеги были. И были по большей части это подкопы. Сейчас мы пройдем, посмотрим. Катя испугалась. Думала, натуральная собака. И вот так вот автоматчики с собаками. Да, но тут реально, нереально, вернее, было просто-напросто сбежать. Это тигровые клетки называются. В нее помещали активных политических заключенных с целью усмирения, а также пленников из других лагерей. И часто на этих бойцах оставляли только нижнее белье. И это считалось одной из самых страшных пыток. Здесь их держали по несколько дней и ночей без питья, без еды, лишь иногда давая немного воды и риса. И на такой вот жаре, вы представляете, это... Ты же смотри, размер этих клеток им не позволял выпрямиться в полный рост и даже присесть. А что-то он выдернул язык или что это? Да, они выдергивали языки, чтобы молчать. А вот еще одна из пыток — это клетка Катцо.
Это железный контейнер, который без окон и щелей служил своего рода как изолятором. Чтобы убить волю заключенных, их запирали по несколько человек в нижнем белье и оставляли на несколько суток, не давая ни воды, ни пищи. И перепад температуры здесь достигал до 16-17 градусов. В дневное время воздух нагревался до 30-32 градусов, а ночью до 15 остывал. И вот смотрите, видите, В туалет ходили здесь же. какой здесь запах был. И видите, что тоже выдергивали языки. И, кстати, здесь насчитывалось около 300 побегов, но удачными были только 40. Да, вот так вот проходили пытки. Избивали молотками, дубинками. Ну а здесь уже нападение, я так понимаю, на охранника, когда был побег. Играет что-то на инструменте. Да. Нет, это не больничка. Не больничка. Они, видишь, вот посмотри, они... Даже умудрялись из подручных средств делать музыкальные инструменты. Видишь, побег. Старались не падать духом. После гражданской войны во Вьетнаме заключенных всех освободили. И они вышли на свободу не только с телесными повреждениями, но и с психическими расстройствами. Все спят, а его душат. Да, потому что, может, Ну, начал разговаривать, говорить. Да, это вот так вот обходились с предателями. Спят. Вот так они спали на таких вот лавках дощатых. Для автомобильных энтузиастов, ищущих способ выразить свою индивидуальность и придать своей машине особое очарование, мы рады представить нашу уникальную подвеску на зеркало заднего вида, которая прекрасно дополнит любую машину и подчеркнет стиль и индивидуальность ее владельца. Будьте оригинальны вместе с нашей подвеской собственного производства. Так, а вот в таком бараке они готовили себе еду. С еды что могло составлять? Вода и рис. Под котлами костер, вот в таких котлах варили вот такое вот месиво, мешая лопатой. Вижу, у него нога что-то разбита. Вот обыкновенные лопаты, просто-напросто это все замешивалось. Так, а вот смотри, какой-то еще, не знаю, для чего это использовалось. Или для колодца, или еще одно какое-то место пыток. А, вот это, наверное, вещи они стирали. Ага. Это постирочная, я так понимаю. В таких вот чанах убиралась Такие вода. вещи. Ну, все, что у них там было, там набедренная повязка. Проходим в очередной барак. Здесь тоже, видите, раненые, изможденные. Это вот они отстаивают, наверное, свое мнение еще такие сильные. Ну да, получается, это вот, наверное, бунт какой-то, потому что впереди надсмотрщики. Тюрьма занимала территорию 40 тысяч квадратных метров. И здесь содержались высокопоставленные политические деятели. Правильно я сказал? Да. Политики. Политики, которые были не согласны Что-то здесь с вообще властью. жесткий с ними. Потом, после объединения их, не были выпущены. Здесь вот тоже какой-то барак или лагерь. Не лагерь, а Ой, что какой-то они это. закапывают живьем? Смотрите, вот. Прямо закапывали живьем людей. Ну, я так понимаю, умывались что-то здесь? Нет, это туалеты. Это туалеты. Вот так вот. Туалеты. Стояли бочки. Потом просто это все уносилось. А там вот ребята, наверное, готовят побеги. И мы Ну, сейчас... видишь, они уже сидят. Ну да.
Вот так вот совершались подкопы. Сейчас пройдем. Ну вот. А подкопы они осуществляли обычной простой ложкой. И 7 удачных побегов именно было вот этими вот подкопами. И самый длинный был 20 метров. Представляете? Простой ложкой прорыть, проползти. Это вот где он начинался. И это вот все идет этот подкоп. Здесь не было ни света, ничего. Ну да. Главное не ошибиться еще в расчетах, куда ты подкоп делаешь, куда ползешь. Ну они же, смотри, они худенькие были. Страшно стало? Ну, все равно проползи 20 метров. Это... Смотри, какой песок. Это ж вообще, это боже, это... Вот, смотрите. Без сил. Вот они вот так вот. И вот, видишь, и они убегали. Вот территория, вот тот барак получается. И вот 20 метров они под землей проходили. По несколько месяцев ходить не было. Да. И вот получается вот здесь в джунглях и убегали в джунгли. Смотрите, вот так вот проходили пытки огнем, избивали, заставляли стоять на голове. На железном какой-то, слушай, это что? Это так стучали? Да. Ложили 2 плиты деревянных и потом стучали. Загоняли их в гвозди. Это, конечно, ребята, жесть. Еще такие места пыток. Лили на них что-то раскаленное. Пытали электрическим током, лампой. Заливали воду. Топили в бочках. Стучали в бочке. Так вот, подвешивали, избивали. А почему название кокосовая тюрьма? Потому что здесь были большие плантации кокосов. И часть заключенных, они работали на них. Поэтому и пошло название кокосовая тюрьма. А в этом бараке так вот сидят заключенные. А в это время один так вот проживает подкоп прямо под бараком. Видите, как это все выглядело. Вот здесь тоже вот пытки. Вбивали какие-то клинья в рот. Ужас, конечно. Хвост в колено. Варили такой вот в котле. Представляете, что испытывали эти люди? Все это правдоподобно сделали, да? Да, здесь Макеты такие. столько боли. Этого нельзя никогда забывать, чтобы не повторилось. Есть кафешки, магазинчики с сувенирами. Там брелочки, браслетики, ракушки всякие. Вот, к примеру, сколько? 350 тысяч дон, 90 тысяч дон, 30 тысяч дон. Прикольно. Черепашка с множеством ракушек. Ну и, конечно, куда же без вьетнамских шляп. По 100 тысяч дон. Вот они, вот такие шляпы. Как-нибудь сделай рожу. Ну только не улыбайся, например. Друзья, вот мы побывали с вами на... Даже забыл, где побывал. Друзья, вот мы с вами побывали. Друзья, а вот мы с вами побывали на экскурсии «Кокосовая тюрьма». Экскурсия бесплатная. Локацию оставлю внизу под описанием, так что можете самостоятельно приехать и посмотреть. Ну а с вами до встречи в следующем видео. Все, пока-пока.